Здравствуйте, дорогие зрители! Спасибо вам за активность, за то, что делитесь своим мнением, впечатлениями и даже эмоциями. Под видео, где мы говорили о 5 знаках зодиака с самыми могущественными ангелами-хранителями, вы буквально взорвали комментарии. Скорпион, Лев. От этих знаков их название. Кровь стынет, а они еще под защитой ангелов. Скорпионы от дьявола. Скорпионы мстительные сверху написала о них. 2 было Скорпиона. Вампиры энергетические. Больше 20 лет считала Скорпион своей подругой, а она постоянно на меня стучала на работе. Жадная, до патологии, завистливая также. И подлая, порвала с ней навсегда. Держитесь подальше. Умоляю. Зачем Скорпиона защищать? Он сам сплошной яд. Я знаю Скорпиона подлого, вора, и ему покровительствует Архангел Михаил. Скорпионы могут только дьявола охранять, а не ангелы света. Дьявол ее и забрал, вампиршу. Знакомая Скорпион, такая жадная, вредная, склочница, лучше ее не задевать, переступит и пойдет, лишь бы ей было хорошо, а тут их хвалят. Недаром говорят, если Скорпиону никого укусить, он кусает сам себя, и этим все сказано. Скорпион умный и очень подлый знак. И именно это вдохновило нас на сегодняшнюю тему. Почему скорпионы вызывают такую бурю эмоций? Почему одни их боготворят, а другие, мягко говоря, стараются держаться подальше? Энергия, которую сложно не заметить. Скорпион — знак, которым управляют Плутон и Марс. Это уже само по себе говорит о многом. Здесь и глубина, и страсть, и взрывная энергия, и склонность к трансформации. Скорпионы не живут на поверхности. Они чувствуют глубже, реагируют сильнее и не боятся темных сторон жизни, ни своих, ни чужих. Эта глубина может пугать. Их взгляд часто кажется пронизывающим, их молчание тревожным, их слова резкими. Но в то же время именно такая энергия может стать источником мощной поддержки, защиты и невероятной интуиции. Почему их боятся? Скорпионы часто воспринимаются как опасные. Почему? Потому что они не прощают предательства. Потому что могут долго молчать, а потом резко обрубить. Потому что они умеют видеть насквозь и показывают людям то, что те не хотят о себе знать. Для кого-то это ценный дар, для кого-то настоящая угроза. Но если посмотреть глубже, скорпионы не жестоки. Они просто не терпят фальши, не терпят предательства и играют по своим внутренним, очень строгим правилам. Они не вступают в отношения понарошку. Если уж любят, то до конца. Если помогают, то с полной отдачей. Почему именно у них сильный ангел-хранитель? А теперь главное. Почему у таких, казалось бы, тяжелых людей сильнейшие ангелы-хранители? Потому что сила нужна тем, кто проходит сложный путь. Скорпионы не боятся боли, утрат, кризисов. Они, как феникс, способны возрождаться снова и снова. И ангел рядом с ними часто не нежный хранитель, а настоящий духовный воин, который помогает им пройти через самые темные периоды жизни. Свет и тень. Важно помнить, в каждом из нас есть и свет, и тень. Любой знак зодиака может проявлять себя по-разному, в зависимости от уровня зрелости, обстоятельств, внутренней работы над собой. Скорпионы — это не зло. Это глубина, трансформация, интуиция, защита, верность и невероятная сила. Но если человек выбирает использовать эту силу во вред, тогда да, он может быть по-настоящему опасен. Но это уже вопрос не знака, а выбора души. А как вы думаете? Как вы относитесь к скорпионам? Есть ли они в вашем окружении? Что вы можете сказать о них из личного опыта? Пишите в комментариях, ведь именно ваши мысли вдохновляют нас на новые видео. Если вам интересно, мы можем сделать аналогичный разбор и других знаков зодиака с их светлой и теневой стороной,
и с точки зрения духовной защиты.